Молодой Дэвид готовился попрощаться со своей матерью, которая трагически скончалась в очень молодом возрасте. Похороны уже были запланированы, и для семьи была устроена небольшая церемония прощания. Однако, когда Дэвид с тетей посетили его мать, произошло необычайное событие. Дэвид неожиданно сказал что-то странное и повторил это несколько раз. Из-за этого все остановились и решили прекратить похороны прямо тогда и там. Роза и Дэвид были последними, кто подошел к гробу, где лежала его покойная мать. Дэвид был слишком мал, чтобы понять ситуацию, поэтому Роза старалась оставаться храброй ради него и сдерживать слезы. Хотя Дэвид был спокоен, он понимал важность момента. Яркое солнце освещало кладбище, что было приятным перерывом от обычных дождей в это время года. Роза не могла не воспринимать это как значительное событие, она верила, что ее сестра наблюдает за ней. С Дэвидом в объятиях. Она подошла к гробу, задаваясь вопросом, как ее маленький племянник отреагирует. Дэвид не мог понять слез, стекающих по лицам окружающих. Его глаза наполнились тревогой, когда он взглянул на свою мать в поисках ответов. Наконец, он набрался смелости и решил поделиться своими мыслями с ней. Слова Дэвида так поразили Розу, что она немедленно вызвала погребального агента. Что именно сказал Дэвид своей матери, и почему это вызвало такое беспокойство у Розы? Хейли была невероятно преданной матерью Дэвиду, они были неразлучны и всегда наслаждались обществом друг друга. Существует известная фраза «Я люблю тебя настолько, что готов отдать за тебя жизнь», и в случае с Хейли это произошло именно так. Их связь была невероятно сильной, и она постоянно делала все возможное, чтобы сделать его счастливым и исполнить все его желания. Каждый день Хейли и Дэвид отправлялись на утреннюю прогулку. Любимым местом Дэвида был парк за углом, где он мог часами кататься на качелях. Хейли с радостью выполняла роль личной толкательницы качелей для Дэвида, в то время как он радостно смеялся. Поскольку Дэвид был слишком мал для школы, он дорожил временем, которое проводил с матерью. Отец Дэвида не был рядом, когда он родился, прямо перед рождением Хейли он ушел от них. Он никогда не пытался связаться с ними или узнать своего сына. Хейли испытывала сильную злость по отношению к нему за это. Она никогда не думала, что ее сыну придется расти без отца, но, к счастью, отец Хейли, Иона, заменил ему отца и стал прекрасным примером для своего внука. Каждую среду Хейли отвозила Дэвида к своим родителям, чтобы отдохнуть на день. Хотя она скучала по Дэвиду и не полностью наслаждалась временем без него, она понимала важность немного времени для себя. В эти дни Хейли ходила в спортзал или проводила время с лучшей подругой, своей сестрой Розой. Роза и Хейли были на 4 года разницы в возрасте, и как старшая сестра Роза всегда заботилась о младшей. Хейли заметила особую связь между Дэвидом и Розой и видела, как сильно он обожает свою тетю. Признав эту крепкую связь, Хейли решила сделать Розу крестной матерью Дэвида, хотя Роза об этом не знала. Она должна была узнать об этой особой чести в самый неподходящий момент. Смерть Хейли стала пустошающим событием. Она покинула своих близких слишком рано. В их тихом и сплоченном городке давно не происходило таких трагических инцидентов. С его спокойной атмосферой и многочисленными семьями, состоящими из пожилых жителей, этот город всегда был убежищем. Однако этот день навсегда останется в их коллективной памяти. Для Хейли это было обычное утро среды, когда она готовилась отвезти Дэвида к бабушке и дедушке. Она быстро собрала его вещи и одела их обоих, чувствуя легкое беспокойство из-за того, что они проспали. Однако, когда Хейли готовила завтрак, случилось нечто ужасное. Когда пришло время завтракать, она не нашла Дэвида в его игровом уголке. Она начала паниковать. Она искала его повсюду в доме, но его нигде не было. Затем она заметила, что дверь в сад была открыта. Как это могло произойти? Дэвид только что научился ходить, его ноги были еще не очень устойчивы. Он не мог уйти далеко, думала Хейли, надевая сапоги. Она выбежала на улицу и начала звать Дэвида.
Хуже всего было бы, если бы Дэвид пошел на площадку самостоятельно, так как ему пришлось бы пересечь очень оживленный перекресток. Хейли заметила вдалеке голову Дэвида, ее худший страх сбылся. Дэвида. Она побежала к нему, но он уже начал переходить тротуар. Она бежала изо всех сил, не обращая внимания на проезжающие машины, и когда она почти добралась до Дэвида, случилась трагедия. То, чего она боялась, произошло с ней самой. Дэвид не знал, что происходит. Его тетя Роза пришла забрать его и отвела к бабушке и дедушке. Он видел полицейские машины и скорую помощь, поэтому ему был очень взволнован. Он не понимал, почему все вокруг него были такими грустными, и продолжал спрашивать о маме. Роза старалась сосредоточиться на благополучии Дэвида, а не на критическом состоянии своей сестры. В больнице. Она проводила дни, стараясь развлекать мальчика в своей маленькой квартире, надеясь, что его мать выкарабкается. Но она не думала, что сможет быть его опекуном навсегда. Когда ее сестра в конечном итоге скончалась, Роза узнала, что она является крестной матерью Дэвида. Почему ее сестра скрыла это от нее? Она любила своего племянника, но никогда не представляла себя матерью в таком возрасте. В ее маленькой квартире не было места для Дэвида, но оказалось, что Хейли оставила свой дом Розе. Дэвид должен был остаться с бабушкой и дедушкой до окончания похорон, чтобы у Розы было время съехать из своей квартиры и переехать в дом Хейли. Это было сложно для Розы привыкнуть к этому. Все происходило слишком быстро, она потеряла сестру, стала матерью и переехала в новый дом всего за несколько часов. На следующее утро после аварии Роза получила звонок с неизвестного номера, но все равно ответила. С другой стороны, начал говорить мужчина. Она сначала не поняла, кто это, но затем поняла, что это был Винсент, отец Дэвида. Он узнал об аварии и хотел забрать Дэвида. Но это не должно было случиться. Роза сказала Винсенту, что она является его крестной матерью и что Хейли хотела, чтобы она заботилась о Дэвиде. Но Винсент с этим не согласился. Они яростно спорили, и Винсент сказал ей, чтобы она была осторожнее, потому что он придет за ней. Это не испугало Розу. Винсент Дэвид никогда не был настоящим отцом для Дэвида, и этот вопрос был решен. В тот же день раздался звонок в дверь. Когда Роза открыла дверь, у нее отвисла челюсть, Винсент стоял напротив нее и ворвался в дом. «Где мой сын?» — сказал он. Но Дэвид все еще был у своих бабушки и дедушки. Роза задумывалась, почему Винсент так хотел увидеть своего сына. Он никогда не заботился о Дэвиде, так почему же ему это нужно? Теперь, почему ты вдруг заботишься о Дэвиде? Ты никогда не был ему отцом раньше. Ты даже не был там, когда он родился, но я была, эмоции переполняли Розу. Она кричала на Винсента и начала плакать. «Почему ты это делаешь?» — спросила она. «Дэвид даже не знает тебя. Себя. Ты ни разу не платил алименты или не навещал его». Голос Розы задрожал. Она не могла больше спорить об этом. Сейчас. Это было худшее время. Для этого. Ей нужно было побыть одной и оплакать свою сестру, чтобы она могла быть положительным примером для Дэвида, когда он вернется домой. Она попросила Винсента уйти и дать ей отдохнуть до похорон. Но это еще не закончилось. На следующий день она пошла к бабушке и дедушке, чтобы рассказать им о том, что произошло, но, войдя в дом, услышала знакомый голос. Винсент опередил ее и уже сидел на диване в гостиной. Дэвид играл перед ним и улыбался, увидев тетю. Он побежал к ней и крепко обнял. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Роза Винсента как можно вежливее. Она не хотела расстраивать Дэвида. Винсент рассказал ей историю, которую он рассказал родителям Розы, но многое в ней было неправдой. Он утверждал, что Хейли выгнала его из дома и держала Дэвида подальше от него, но это были все ложь. Роза была полна эмоций, ее голос дрожал. «Как ты можешь лгать моим родителям так?» Роза старалась объяснить все родителям, но Винсент постоянно перебивал ее. Он отрицал все ее обвинения, но родители Розы знали лучше. Они никогда не доверяли Винсенту, так почему бы им доверять ему сейчас? Они выгнали Винсента из дома и сказали ему не возвращаться.
Но Винсент был настойчив. Он не собирался сдаваться так легко. Роза должна была быть осторожна. Она позвонила похоронному агенту и дала ему описание Винсента. Последнее, что ей нужно было, это чтобы Винсент сорвал похороны. Похороны назначены через 3 дня, и после этого Дэвид станет ее ответственностью. Это пугало Розу. Она надеялась, что материнский инстинкт проявится, и она просто будет знать, что делать, но она не могла быть уверена. Поэтому она решила просмотреть вещи своей покойной сестры. Возможно, она найдет дневник своей сестры. Она знала, что это не совсем этично читать дневник своей сестры, но она видела это как исследование. Она надеялась, что Хейля пишет, как она воспитывала Дэвида или что-то, что поможет ей вырастить мальчика. Роза нашла маленькую красную книжку и открыла ее. Это было то, что нужно. Она начала читать и заплакала. Она так скучала по своей сестре. Хейль писала о веселых временах, которые они проводили вместе, и о том, каким прекрасным был ее маленький мальчик. Она также писала о Винсенте, о том, как он никогда не отвечал на ее звонки и никогда не присылал поздравительных открыток на день рождения своему сыну. Если он не хотел иметь ничего общего со своим сыном, то почему уже сейчас? Роза находит это изменение в его поведении очень странным. Она задается вопросом, есть ли у Винсента какой-то скрытый мотив. Может быть, он хочет получить деньги от государства или помочь забрать дом Хейли, но этого никогда не произойдет, пока Роза отвечает за Дэвида. На следующий день она пошла в полицию. Она подумала, что это будет мудрым шагом. Но офицеры сказали ей, что ей нужны доказательства. Сейчас у нее были только обвинения, но это не продлится долго, потому что Винсент ждал ее на пороге, когда она вернулась. Она пригласила его внутрь. Она сказала ему, что была в полиции, чтобы сообщить им о его последних действиях. Винсент побледнел, услышав слово «полиция». Роза нахмурилась и спросила его об этом, но он встал и быстро ушел, не сказав ни слова, выходя из дома. Роза надеялась, что это будет последний раз, когда она его увидит, но не прошло и минуты, как снова раздался звонок в дверь. Роза не успела закончить свою мысль, потому что перед дверью стоял не Винсент, а полицейский. Они провели расследование Винсента и обнаружили кое-что тревожное. Оказалось, что он водил ту же машину, которая сбила ее сестру в этом ужасном несчастном случае. Роза не могла поверить своим ушам. Как возможно, что Хейли и Дэвид никогда не говорили друг с другом, и при этом именно он сбил ее машиной? Полицейский продолжал. Они искали владельца машины, но безуспешно, а теперь, когда они узнали, кому принадлежит машина, они попросили Розу помочь им поймать Винсента. Она согласилась, но сказала им, что сообщила Винсенту о своем визите в полицию и сомневалась, что он вернется. Они придумали план. Возможно, Винсент чувствовал вину и появится на похоронах, чтобы отдать дань уважения. Если это будет так, полиция будет немедленно проинформирована. Роза рассказала об этом похоронному агенту и своим родителям, чтобы все знали, что происходит. Похороны были запланированы на завтра, и Роза боялась этого дня. Она не могла поверить, что все это происходит одновременно, но завтра будет день, когда все закончится. Наступило утро похорон, и Розе было плохо на душе. Она хотела, чтобы этот день прошел быстрее, но она также хотела присутствовать на похоронах и попрощаться с сестрой. Она встретила своих бабушку и дедушку в крематории и взяла Дэвида на руки. Церемонию начнут с того, что скажут несколько слов о ее сестре. Это была небольшая церемония. Роза и ее родители сказали несколько слов о Хейли, какой хорошей матерью она была для Дэвида, и как она слишком рано покинула этот мир. Роза была на взводе почти все время, оглядываясь вокруг, чтобы увидеть, появился ли Винсент, но его не было на церемонии. Возможно, он придет, чтобы попрощаться с ней у гроба. После церемонии было время попрощаться. Все выстроились в очередь, и они могли подойти к гробу, чтобы сказать что-то. Гроб был открыт, и Хейли выглядела в нем спокойно. Роза внезапно увидела двух полицейских, входящих в комнату.
Она задумалась, не вызвал ли их похоронный агент, потому что он видел Винсента в здании, но Роза решила отпустить это и сосредоточиться на себе и Дэвиде. Это было важное время для него, чтобы получить некоторое закрытие. Это также было бы первое и последнее время, когда он увидел бы свою мать снова. Дэвид был еще слишком мал, чтобы понять, что происходит, поэтому Роза старалась быть сильной ради него и не плакать. Она задавалась вопросом, как ее племянник отреагирует. Дэвид был беспокоен, он не мог понять, почему все плачут. Он посмотрел на Розу, и она улыбнулась ему для утешения. Роза и Дэвид были последними из гостей, кто подошел к гробу с покойной матерью. Он посмотрел на нее с тревогой в глазах и спросил: «Мама спит?» Роза ответила: «Да», не зная, что сказать. Она заметила, что у Дэвида появилось странное выражение лица. Он пробормотал что-то, чего Роза не поняла, и рассердился, когда она ничего не сделала. Он пытался вылезти из ее рук, но Роза отошла от гроба и поставила его на землю. Дэвид начал плакать, пытаясь потянуться к краю гроба, чтобы заглянуть в него, к своей матери, поэтому Роза снова подняла его на руки. Она оглянулась, чтобы увидеть, может ли кто-то помочь ей, но в комнате больше никого не было. Она успокоила Дэвида и спросила его, что он говорил. На этот раз Роза поняла его и сообщила об этом похоронному агенту. Она знала, что не сможет продолжить похороны, если это не будет решено. Роза заверила Дэвида, что они разберутся с этим, и все, что они могли сделать, это ждать. Дэвид успокоился, и они вышли на улицу. Солнце ярко светило над кладбищем. Обычно в это время года идет дождь, но не сегодня. Роза восприняла это как знак того, что ее сестра следит за ней. Слеза скатилась по ее щеке, и Дэвид вытер ее. Она посмотрела на него и внезапно почувствовала, что все будет в порядке. Похоронный агент вышел на улицу и сообщил ей, что проблема решена. Она вошла внутрь с Дэвидом на руках и посмотрела на свою сестру. Теперь она выглядела завершенной. Роза не могла поверить, что Дэвид заметит такую маленькую деталь о своей матери. Это показывало, насколько он ее любил. Дэвид заметил, что у Хейли не было ее ожерелья с ее инициалами и инициалами Дэвида. Она получила это ожерелье от Розы на рождение Дэвида и носила его каждый день с тех пор. Но медикам пришлось снять его после аварии. К счастью, кто-то смог забрать его из больницы. Похороны могли продолжиться, и это была прекрасная церемония. Хейли была кремирована, но у нее все равно осталась маленькая памятная плита на стене, чтобы Дэвид мог ее посещать. Роза пошла к родителям, чтобы забрать некоторые вещи Дэвида, и внезапно подумала о Винсенте. Она не видела его весь день. Ее родители сказали ей, что Винсент действительно пришел, но похоронный агент заметил это и немедленно сообщил в полицию. Таким образом, он не потревожил скорбящих, и церемония могла продолжиться без проблем. Роза была рада это слышать. Они наконец-то смогли оставить это позади и получить некоторое закрытие.